Из-за того, что вы ежедневно совершаете одни и те же ошибки, вы до сих пор не можете похудеть и достичь фигуры своей мечты. Меня зовут Анастасия Кондра, я дипломированный нутрициолог, работаю именно в персонализированном подходе, потому что я искренне считаю, что только на основе анализов индивидуального образа жизни можно подобрать рекомендации и прийти к своим результатам. Поэтому если вы хотите быть не только стройным, но и здоровым человеком, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, здесь будет очень много полезной, важной информации, конечно же, без фанатизма. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о 5 самых распространенных ошибках, которые я встречаю буквально практически на каждой консультации, разбирая режим питания, режим образа жизни. И, конечно же, я дам решение, чтобы у вас после просмотра этого видео был уже понятный пошаговый план для достижения своей цели, чтобы вы не совершали этих ошибочных действий и скорее пришли к результату. Первая распространенная ошибка, которую я встречаю, кстати, очень часто в комментариях, люди делятся этим подходом и именно его советуют применять, это интуитивное питание. Смысл интуитивного питания заключается в том, что вы принимаете пищу в тот момент, когда ваш организм дает сигнал, что вы действительно голодны. Все это основано, что нет каких-то запретов, нет подсчета калорий, нет абсолютно никаких ограничений. Звучит, согласитесь, очень красиво. Свобода от диет, свобода от контроля, от ненавистных взвешиваний. Просто живи и ешь как хочется и что хочется. И, конечно же, у этого подхода есть свои плюсы, действительно. Потому что именно этот подход помогает избавиться от чувства вины за еду. Также интуитивное питание способствует тому, что у вас восстанавливается контакт со своим организмом. То есть вы начинаете его слышать и понимать. То есть вот это заветное чувство голода у вас хотя бы начинает как-то синхронизироваться. И интуитивное питание действительно подойдет людям, которые уже прошли через диеты, и сейчас у них стоит цель наладить отношения с едой. То здесь, конечно, это будет одним из важных этапов. Но когда у вас цель похудеть, то с интуитивным питанием здесь сразу становится не все так уж и просто. Потому что большинство людей, которые желают похудеть, которые так или иначе пришли к тому состоянию, когда есть лишний вес, они еще не понимают эти сигналы организма, они не умеют их точечно и правильно распознавать, то есть они ложные в большинстве случаев. Очень часто происходит путаница именно не с самим фактом голода, а с эмоциями. Это может быть стресс, это может быть просто скучно, усталость. То есть когда мы уставшие, то здесь, конечно же, хочется взбодрить себя и успокоить в том числе. И если просто есть, когда хочется, не имея никакого понимания, а почему хочется, то здесь каких-то ярких результатов похудения не будет. Интуитивное питание будет работать тогда, когда вы прошли уже этап осознанного контроля, когда вы не ведетесь на поводу у своих эмоций, когда вы хотя бы начинаете отслеживать, когда вы понимаете свои привычки и не используете еду как утешение. То есть для начала похудения интуитивное питание точно не подходит. А вот для следующего этапа, когда вам нужно удержать результат, здесь уже будет отличным инструментом. Потому что здесь уже цель не просто удержать результат любой ценой, а именно сохранить результат, но не использовать здесь каких-то жестких ограничений. То есть никаких крайностей здесь не нужно. Вы должны чувствовать себя просто как обычный человек, который живет обычную жизнь, которому все можно, и не нужно считать каждую калорию, каждую крупинку, вы просто будете оставаться в фигуре своей мечты, то есть в том весе, который вам физиологически подходит, когда вы чувствуете себя здоровым человеком. Итак, что мы имеем? Интуитивное питание – это классная философия, которая реально работает, но она не подходит для тех, кто только в начале пути. Если ваша цель похудеть, то изначально нужно выстроить базу, залить фундамент из режима, из питания, из отслеживания своих эмоций. А уже потом можно переходить на интуитивное питание, когда у вас уже такая четкая синхронизация с своим организмом, вы точно понимаете, что это не эмоции, это реально физиологический голод. Вторая ошибка заключается в том, что многие, когда понимают, что все, так больше продолжаться не может, мне нужно похудеть. Первым делом покупается абонемент в тренажерный зал. То есть есть такое понимание, что без силовых тренировок, без такой интенсивной физической активности похудеть точно не получится. Но это не так. Если вы действительно хотите качественно снизить свой вес, то начинать нужно не с тренажерного зала, а с питания на вашей кухне.
Да, безусловно, тренировки помогают, но они на самом деле не сжигают столько калорий, как вам кажется. То есть обычно у людей завышенное представление, что если ты интенсивно потренировался в зале, то наверняка ты сжег огромное количество калорий. Но если смотреть в реальной жизни, то это не так. Например, за 1 час бега вы можете потратить 400-500 калорий. И если посмотреть на какой-то продукт, то это, допустим, один шоколадный батончик, который зачастую съедается после тренировки, либо до тренировки, как какой-то источник для энергии. Так что если ваше питание остается беспорядочным и хаотичным, то только одни тренировки вас не спасут. Но я, конечно же, не говорю о том, что тренироваться совсем не нужно. Я просто советую не начинать с такой максимальной силовой нагрузки. Здесь лучше подобрать что-то для себя более подходящее, менее затратное, то, что вызовет у вас наименьшее сопротивление. Это могут быть тренировки дома, это могут быть просто прогулки, какие-то другие варианты, которые вам сейчас намного комфортнее начать внедрять. То есть тренажерный зал часто испытывают огромное сопротивление у людей. Такая регулярность, которой не было раньше, очень сложно внедрить. То есть такая привычка внедряется долго, ожидается очень много результатов, которые тоже не так быстро появляются. С помощью таких нагрузок вы также будете более планомерно развивать свой организм, то есть ваша сердечно-сосудистая система, ваши суставы будут более готовы, нежели сразу пускаться во все тяжкие. На практике тоже, что я вижу, что когда человек уже с помощью питания улучшает свое состояние, он уже видит изменения, и вот здесь уже начинает появляться энергия, появляется такой запрос, а что если добавить силовые, а что если добавить там какой-то бег с утра или еще что-то. То есть желание активности появляется именно в этот момент, когда вы на кухне уже все выстроили, а не изначально. Следующая ошибка, она, кстати, наиболее, наверное, распространенная, когда человек хочет похудеть. Первым у нас тоже скачивается приложение для подсчета калорий. Фиксируется абсолютно каждый кусочек, абсолютно каждый глоток любого напитка. Казалось бы, все логично. Для того, чтобы похудеть, нужно держать дефицит калорий. Но вот в чем дело. Сам по себе подсчет калорий не дает гарантию, что у вас будет результат. Во-первых, вы, конечно же, должны понимать, что те цифры, которые вы видите на упаковке различных продуктов, это не стопроцентная истина. Эта погрешность может быть и в 10, и в 20%, но организм все равно будет совершенно по-разному усваивать различные продукты. То есть мы очень индивидуальны. И также я очень часто встречала такие истории, когда человек вписывается в свой колораж, но если рассматривать качество продуктов, то там нету хорошей полноценной еды, там батончики, тортики, чашка кофе, например. То есть состав этих калорий, он оставляет желать лучшего. А самое важное про похудение – действительно дать своему организму питательные вещества, чтобы было откуда взять красивую кожу, волосы, энергию на те же физическую активность и на продолжение похудения, потому что именно в таких ситуациях вес стоит, то есть он не двигается, ухудшается настроение, нет абсолютно никакой мотивации. То есть да, колораж вы соблюдаете, но качество еды, оно никак не влияет ни на ваше здоровье, ни на похудение. Считать калории не обязательно, гораздо важнее понимать, из чего состоит ваша тарелка, как ее собрать, что туда нужно положить. Есть супер отличный метод, который изначально очень хорошо помогает. Это метод гарвардской тарелки. Когда вы свою тарелку делите на части, одну-вторую тарелки вы заполняете овощами и зеленью. Четверть тарелки – это белок в различных его вариациях, другая четверть – это углеводы, это могут быть различные крупы. Что касается жиров, то это наш большой палец. Такой тип питания помогает как раз-таки питаться без калькулятора, без весов. То есть вы четко понимаете, из чего состоит ваша тарелка, у вас нету стресса, а что вообще туда положить. То есть, как правило, первое, что туда кладется, это грудка, гречка да огурчик в распространенном вариации. Но на такой комбинации далеко не уедешь и не насытишься, да и не очень-то это вкусно. Потом, соответственно, происходят вот эти вот откаты, которые я всегда называю паузами. Поэтому я все-таки рекомендую держать фокус не на цифрах, а на качество еды. Считать калории, конечно, можно, но это не обязательно. Поэтому, если вы понимаете принципы баланса, выбираете качественные продукты, то результат не заставит себя ждать.
Из предыдущей ошибки логично вытекает следующее. То есть я слышу, что не важно, что я там буду есть, главное быть в дефиците калорий. То есть здесь тоже есть такая обманка, что когда вы думаете, что для того, чтобы похудеть, нужно быть в дефиците, это действительно так, потому что соблюдая дефицит калорий, вы действительно похудеете. Но если думать все-таки в долгосрок, то это все-таки не рабочая стратегия. То есть можно, конечно, и кусок торта вписать, можно и мороженым целый день питаться, но это не хорошая история. Потому что наш организм это все-таки не калькулятор, это биохимия. Когда мы кормим свой организм пустыми калориями, то мы, соответственно, не получаем питательных веществ для организма изнутри. И через какое-то время, даже если вы похудели на дефиците калорий, что скорее всего, у вас начинаются проблемы со здоровьем, то есть у кого-то выпадают волосы, проблемы со сном, у кого-то вес перестает снижаться, либо качество тела становится таким себе. То есть здесь начинаются гормональные изменения на этом этапе, например, очень сильно падает уровень белка, без которого ни кожи нормальной, ни ногтей нету, ни настроения. То есть какая-то дальнейшая мотивация для улучшения своего самочувствия, для улучшения своей фигуры здесь уже, к сожалению, совсем падает. Дефицит калорий действительно хороший инструмент, но это не стратегия в долгосрок. Это не должно быть вашим стилем жизни. Этот инструмент тоже нужно использовать достаточно осознанно. Да, можно вписывать сюда и тортики, и мороженое, но основа вашего рациона все равно должна быть максимально нутритивно полезной. Просто к ней нужно и можно добавлять какие-то, к примеру, вкусняшки, если вы это любите. То есть здесь не запрещается, как я сказала в самом начале, что я не за какие-то крайности, без фанатизма, поэтому вкусняшки могут быть, но основа все равно должна быть из нутритивно полезных, качественных продуктов. Да, на дефиците можно есть что угодно, но если вам все-таки важно свое здоровье, свое самочувствие и стратегия в долгосрок, то это не тот вариант. То есть изначально нужно реально себя качественно кормить. И тогда похудение будет проходить стабильно, плавно, да, но вероятнее не будет какое-то скачкообразное, очень резких изменений за первую неделю, скорее всего, вы не увидите, но ценность здоровья, я считаю, она намного выше, чем какой-то моментальный вот такой эффект, который, кстати, чаще всего все равно возвращает вас в ту же точку, либо даже еще с прибавлением веса. Если вам сейчас требуется просто какой-то готовый план, по которому вы пойдете, просто повторите и увидите результат, потому что нету какого-то понимания, что все-таки есть, что можно, что нельзя. То есть вы понимаете, что эти ошибки, да, вы согласны, что не нужно их совершать, но как по-другому сразу непонятно. Именно поскольку мне часто этот вопрос задавали, я уже приготовила готовое меню с обычными продуктами из обычного магазина у дома. Просто обычное понятное меню со списком продуктов и с количеством порций, чтобы вы понимали, как эти порции под себя собрать. И чтобы через 2 недели увидеть результат. Вот, не только внешне, но и, соответственно, изнутри. Ссылку на это меню я оставлю в описании под этим видео, поэтому готовый пошаговый план для начала он уже есть. Можете просто его взять и применить. Следующая распространенная ошибка встречается у людей, у которых уже есть расстройство пищевого поведения. То есть у всех бывает ситуация, когда мы что-то переели. То есть сегодня такой день, какое-то событие, мероприятие, неважно. Ну вот переели. Даже если вы не считаете калорий, чисто физиологически вы чувствуете, что сегодня прям перебор. И вот именно часто возникает такая мысль, что все. Либо мне завтра нужно ограничить, либо мне нужно отработать это количество калорий. Кто-то на следующий день или самый такой тяжелый момент, когда человек в этот же день после того, как поел, идет и занимается спортом. То есть примерно прикинув калории, а чаще всего эти люди все-таки считают калории, они начинают отрабатывать эти калории. 2 часа на дорожке. Я знаю, есть случаи, просто сразу идут на дорожку, и там это количество отрабатывается. Либо, допустим, возникает такая мысль, а я завтрак лучше пропущу. То есть вот это реально очень серьезная ошибка. Поэтому здесь мне хочется до вас донести, что ничего отрабатывать не нужно. Если вы переели, да, это бывает, ничего в этом страшного абсолютно нет. Ничего не отрабатывайте. Такая стратегия только ухудшит ваше состояние, вы будете наказывать, винить себя. То есть это приводит как раз-таки к негативному отношению, с нездоровым отношением с едой.
Наш организм не является счетчиком ошибок, его не нужно исправлять. Если вы переели, просто возвращайтесь к своему обычному режиму дня, к сбалансированной тарелке. То есть просто примите этот факт, проанализируйте и сказать, да, такое случилось, но ничего страшного, это все-таки редкость, да, то есть это исключение все-таки из правил, и это может быть, почему бы, да, и нет. Поэтому я просто возвращаюсь к обычному своему режиму питания. Организм настолько умный, что он со временем сам уравновесит все лишнее, если у него не будет никакого триггерного такого момента, не будет стресса, в который вы сами будете его загонять. Если есть такое желание использовать какую-то физическую нагрузку после того, как вы переели, здесь я все-таки рекомендую использовать более какие-то простые вещи. Вы можете пойти прогуляться, подышать свежим воздухом. То есть вы можете совершать какую-то активность, но вы четко должны понимать, что это не наказание, это способ, допустим, помочь своему пищеварению. Потому что если вы будете двигаться в обычной, да, допустим, прогулке, то это будет не только благотворно влиять на ваш сон в последующем, на ваше пищеварение. Пусть это все-таки будет в формате заботы о себе, а не какой-то отработки. От одного, так скажем, переизбыточного приема пищи ваша форма не изменится, вы не откатились далеко назад. Так же, как и одной тренировки, вы сразу не построите тело своей мечты. Поэтому здесь, пожалуйста, удерживайте этот баланс и заботьтесь о себе. Итак, если подвести итог и разложить все по шагам, во-первых, я, конечно же, рекомендую перестать искать какие-то волшебные схемы, которые сработают в моменте. Предлагаю все-таки смотреть долгосрок, сдать свои анализы, поработать со своим питанием, подобрать питание, обратить внимание на режим дня, на режим сна. То есть для тех, кстати, кто хочет все-таки углубиться и подобрать индивидуальный план питания, образа жизни для себя, я всегда буду рада видеть нас на консультациях, ссылку на нее тоже оставлю в описании. Во-вторых, уберите крайности, не впадайте в какие-то экстренные диеты, не используйте различные методы голодовок. Очень сейчас популярно, допустим, не только интуитивное питание, но и интервальное голодание. Про него тоже видео запишу, расскажу. Не считайте каждую калорию, не наказывайте себя. Лучше держите фокус на качество еды, на белки, на жиры, на углеводы. Все это должно быть в балансе, все должно быть качественное, чтобы вас изнутри насыщало. В-третьих, добавьте движение, без фанатизма, абсолютно любое, прогулки, какая-то йога, растяжка, занятия на коврике дома, то есть что-то максимально комфортное для вас. В-четвертых, сделайте фокус на здоровье изнутри. И когда вы этим здоровьем займетесь, когда оно будет улучшаться, тогда и вес ваш тоже будет уходить, то есть вы будете видеть изменения не только внутренние, по анализам, да, допустим, либо по каким-то своим состояниям, избавлением от симптомов, но и внешне, то есть наше внешнее — это всегда проявление нашего внутреннего. И пятое, если у вас не получается самостоятельно, вы всегда можете обратиться к специалисту, получить поддержку, четкий план. То есть не бойтесь этого, потому что я зачастую встречаю, что люди стесняются, думают, что вот я сама, годами ковыряются, но вот эта психологическая история, которая постоянно нагнетается на самого себя, вот эти вот ошибки, которые совершаются, вот это видео, которое я сейчас записываю, оно ведь не просто так взято, оно просто на ошибках, которые я вижу на консультациях, и люди их совершают и совершают. Потом в итоге приходят, и получается, что там и не нужно было так страдать. Поэтому я считаю важно проговорить, что нам, человеку нужен человек, нужна поддержка. Не бойтесь ее просить, вступать в какие-то комьюнити, да? Не бойтесь, что вы чего-то не знаете. Очень огромное количество информации сейчас, и даже будучи в сфере питания, то есть работая в этом, постоянно нужно очень много информации поглощать. То есть, а когда это не является основной работой, когда это не фокус, то есть очень сложно владеть всеми новыми знаниями, новыми исследованиями. Поэтому не бойтесь обращаться за поддержкой, за помощью. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях, какие ошибки вы у себя узнали после просмотра этого видео. Буду рада вашим реакциям, вашим лайкам, вашим подпискам. Для меня это очень важно. Благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем. Ну и, конечно же, будьте здоровы!